сегодня немножко проспала. Первый день, когда я проспала. Приехала к нему, мы пьем кофе. Вот. Далее Грег собирается пойти на собрание, и он ходит на собрание. How many times do you visit meetings? At least once a day. Каждый день одно собрание. В течение during 35 years. How many I've gone to? No, just you do it during your 35 years of your sobriety. Yeah? How many? On a basis. You do it on a daily basis. Okay. So when I went to rehab, I signed a contract saying I'd go to 4 meetings a week. That's my minimum amount, which is more than half. So I put more than half into my sobriety. More than a half. Because there's 7 days in a week. So in a week, I never go to less than 4. But I go to more than that, a lot. Да, он с реабилитационного центра, и когда он там оказался, и вдруг к нему пришла, ну не вдруг пришла, а он принял решение выздоравливать, им был подписан контракт, что он будет посещать не более чем 4 собрания в неделю. Вот, и он делает это уже более, на протяжении 35 лет, но обычно выходит, что он посещает больше собраний. This is a kind of introductory. Yeah. And will we pray? What do you think? Serenity prayer? Yeah. Okay. Да. Помолимся? Помолимся. О душевном покое. Окей? Боже, дай мне разум и душевный покой, принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Да исполнится воля Твоя, а не моя. Аминь. Спасибо. Yeah. So, your story. Just please be slow. Я прошу Грега говорить о том, чтобы он не торопился, был немножко помедленнее, потому что для меня до сих пор, несмотря на то, что язык анонимных алкоголиков это язык сердца, да, и в принципе ты даже не владея английским языком, там, испанским языком, который здесь проходят эти митинги, ты понимаешь, о чем говорит человек, ты понимаешь по его эмоциям, по его выражению лица, то есть, понимаешь речь, содержание. Но есть такие люди, которые говорят очень быстро, и для меня было сначала шоком, приехав сюда, в США, вот их всех слушать и ничего не понимать. Абсолютно. Я только имела те эмоции, которые они имели. Yeah. I thought that it's difficult for me to understand you sometimes, and not only you. Yeah. Okay. Okay. My name's Greg, I'm an alcoholic. Меня зовут Грег, я алкоголик. Привет, Грег. Welcome to all the new people. Он приветствует всех новичков и кто недавно с нами. If you understand that you cannot do this alone and you accept the help, you have a chance. Да, и если вы все-таки поняли наконец-то, что вы не можете сделать это в одиночку, и вы решили принять помощь, я вас поздравляю, у вас есть шанс. When I started drinking, it was fun. Да, когда я начал пить, было все забавно и хорошо. Teenagers, high school, drank, lots of fun, not too much trouble at first. Да, это возраст тинейджера, школа, университет, все, не было проблем тогда еще с моим употреблением. After high school, I got into drugs pretty bad. После того, как я закончил университет, high school, это у них называется, я еще и пристрастился к наркотикам. I worked many years for family business, construction business, and did okay, but was always in trouble because of drinking and drugging. Да, я занимался бизнесом, который, и мой бизнес был достаточно успешным, и с бизнесом у меня было все хорошо, но обратная сторона этого была, у меня больше и больше появлялось проблем с употреблением спиртного и наркотиков. So in that family business, over a period of time, I started drinking, or I started stealing money to support my habits.
И занимаясь бизнесом, занимаясь семейным бизнесом, моя, наверное, болезнь, мое состояние ухудшилось тем, что я начал воровать деньги вот, из того дела, чем я занимался, для того, чтобы поддерживать свое употребление. If you asked me, I didn't have a problem. Если бы вы тогда меня спросили в тот момент, я бы вам ответил, у меня проблем нет. Until I looked in the mirror and saw myself. Да, до того момента, пока я не посмотрел в зеркало и не увидел самого себя. I hated what I saw. Да, я ненавидел то изображение, которое я увидел в зеркале. I stole the money for 3 years. Я воровал деньги в течение 3 лет. On the outside, it looked like I was a great partier. On the inside, I was dying. Да. И снаружи я выглядел достаточно респектабельным, таким, хорошим человеком, бизнесменом, а внутри я умирал. Then I finally got caught. И затем дело дошло до суда. And agreed to go to rehab instead of jail. Да, и мы договорились, здесь мне было предложено, на суде мне было предложено пойти либо в реабилитационный центр, либо в тюрьму, и я приняла решение пойти в реабилитационный центр. When I went into rehab, I was not an alcoholic. Да, когда я пришел в реабилитационный центр, я считал, что я не алкоголик. I had a drug problem, not alcohol. Да, у меня были проблемы с наркотиками, но не с алкоголем ни в коем случае. Rehab turned me into an alcoholic. Реабилитационный центр убедил меня, что я алкоголик. In fact, I bought beer so that when I got out, I could drink. In fact, I bought beer. Yeah, I bought hot and beer before I went to rehab, so I would have it when I got out. Get out. Get out of rehab, when I would get out. Вот. See, yeah, I was ready to keep drinking when I got out, because I didn't. Да, и когда я выписывался с реабилитационного центра, у меня было решение, что я могу пить пиво, да, но не употреблять наркотики. Yeah. What saved me was they told me the truth, and I had an open mind. They opened my mind, and I learned about alcoholism. Да, то, что меня спасло на тот момент, это что в реабилитационном центре мне рассказали правду о заболевании, моем заболевании, о моем странном состоянии ума, и появилось такое зерно сомнения у меня, а правда ли я не алкоголик? Right. They introduced me to this book, Alcoholics Anonymous. Да, они обратили мое внимание вот к этой книжке «Алкоголики One Day at a Time». Oh, it's Alcoholics Anonymous. That's a big book. Да, книжки «Анонимные алкоголики» большой. The big book. Right. Welcome. Добро пожаловать, те, кто пришел. Не думали, их не заметят. This is wonderful. This is wonderful. Thank you for doing this. Да, это прекрасно присутствовать здесь. Спасибо, что пришли. So what I learned is the truth is that when I took one drink, I could not stop. Да, и то, что я понял, и это является правдой для меня по сей день, как только я начинаю выпивать первую рюмку, я не могу остановиться. I didn't believe that at first. Yeah. I thought it was the 12th drink that got me drunk. Да, я этому не поверил сначала. Я думал, что мне нужно выпить сначала 12 рюмок, чтобы потом не остановиться. But what I began to understand is that my body processes alcohol differently than a normal person. Да, но то, что я также понял, что мое тело реагирует на алкоголь достаточно неординарно, чем тело другого человека. I didn't like to admit that I was different. Да, мне не хотелось это признавать, в том, что я отличался от нормальных людей. But it helped that there was people like you around me that we were the same. Да, но вокруг меня находились такие же люди, как и вы сейчас, которые говорили и утверждали, и говорили мне, что они такие же, как и я. And that there's a power in the group that
I cannot do by myself. Да, и в группе, и они говорили также о том, что в группе присутствует некая такая сила, ну, которой у меня нет. The type of power that if I can't lift the table by myself, but with 10 of us, we can lift. Да, и ну, сила заключается в том, что я не могу поднять один тяжелый стол, а 10 человек из таких же, как я, мы сможем это сделать, мы сможем его поднять. And the power that came from inside God was what you people taught me how to use when I was alone, to keep from drinking. И эта сила пришла ко мне изнутри после того, как я общался с вами, с такими же, как я, и ну, слышал многие истории. Which is step 2. Step 1, I'm powerless. Step 2, I have greater power in the group. Да, и это шаг 2. Шаг 1 заключается в том, что у меня нет этой силы, вот, а шаг 2 заключается в том, что я нашел эту силу в группе. But my ego still tells me that I can do it alone. Но мое эго продолжало говорить мне, что ты можешь это один сделать. So when I started to work the steps, it crushed my ego. Да, и как только я начала работать по шагам, шаги стали разрушать мое эго. That part of me never goes away. That part? Yeah, the ego never goes away. Да, и самая важная вещь заключается в том, что эго никогда не умирает, не уходит никуда, оно остается. The ego is not your amigo. I love you can translate that. Да, у них есть такое выражение, ego was not your amigo. Yeah, which amigo is Spanish for friend. For friends. Yes. Да, amigo у них такое есть выражение, amigo это испанское выражение, которое переводится как друг. И the ego is not your amigo, то есть эго это не твой amigo, эго это не твой друг. And so I found that there was things that I do every day that I call non-negotiable. Mm-hmm. And I started doing that right away. Да, и я обнаружил, что многие вещи, которые происходили в моей жизни и со мной, я очень долгое время отрицал то, что со мной происходило, и what is the last part of your sentence? It's non-negotiable that I do every day. Да, каждый день я продолжаю отрицать что-то в себе. First thing, I get on my knees in the morning and ask God to keep me sober. Да, и первое, что я начал делать, я стал становиться на колени каждое утро и просить высшую силу о том, чтобы она сохранила мою трезвость. I don't know if God cares whether I get on my knees, but I know my disease hates it. Да, и я не знаю, позаботился либо об этом Бог, чтобы я становился на колени или нет, но я точно знаю, мое заболевание это ненавидело, моя болезнь ненавидела это действие. I have daily readings that I read every morning. У меня есть ежедневные размышления, которые я читаю каждое утро. That point my mind in a better direction. Да, и эти ежедневные размышления направляют мой ум в правильное русло. I go to meetings regularly and I talk to alcoholics every day. Я хожу на собрания каждый день, и я каждый день разговариваю с алкоголиками. And I worked all the steps. Я прошел по всем шагам. So once I came to believe that I would try this, which is the third step. To try? That I would actually do this. I would become willing to do the steps. Is the third step, yeah? Well, that's what happened to me in the third step. That I became willing. I made the decision to be willing to do the steps. Да, и в третьем шаге, когда мы дошли до третьего шага, я все-таки принял решение продолжить шаги и дойти до конца. And so when I did the fourth step,
И когда я делал четвертый шаг, it clears away the stuff inside me that blocks me from God. да, и четвертый шаг очистил меня от всего того, что находилось на тот момент внутри и блокировало меня от высшей силы. And it made me closer to another human being. И сделала более... и закрывала, дистанцировала от всех других человеческих существ. Always knowing that I need help every day. И я каждый день знаю, что мне нужна помощь. So when I got out of rehab, Когда я выписывался из реабилитационного центра, I started paying all the money back that I stole. Да, я начал потихоньку отдавать все те деньги, которые я воровал. My relationships with my family got so much better. Мои отношения в семье улучшились, очень-очень здорово. I found that I have friends all over the world. Я обнаружил, что у меня есть друзья по всему миру. Even as today I have friends in Russia, new friends in Russia now. Да, и как, например, показывает сегодняшний день, у меня есть друзья в России, и также новые друзья в России. I paid all the money back and was able to retire young. Я выплатил все деньги и retire, you mean? From work. И ушел на пенсию, в достаточно молодом возрасте. And I get to live in Key West. И сейчас я живу в Кивесте, это место, где мы находимся. And all that is great, but not as great as the relationships I have with people in AA. И все это хорошо, но лучше всего это те отношения, которые я приобрел с людьми из анонимных алкоголиков на сегодняшний момент. So we want to see if anybody has questions. Yes, they would like to have to ask you questions at 10 minutes to 11. Oh, okay. Yeah. At 10 minutes, so you have to speak. You have to speak. Okay. So, this is going to be harder because it's stories I tell. So, I can never be embarrassed about my prayers. Embarrassed, да. Молитвы, которые я использую, практикую в своей жизни, они никогда меня не разочаровывали еще. When my grandmother, my father's mother, passed away, когда умерла моя бабушка, we were in a hotel room with me, my father, my mother, and my sister. Да, мы были в комнате, я был, мой папа, моя мама и моя сестра. I have a commitment to myself that I get on my knees in the morning and at night. And we were in the room and I was embarrassed to get on my knees in front of my father. Да, я когда-то приняла решение, что я буду опускаться на колени для молитвы утром и вечером. И в тот момент я помню, что я был немножко смущен тем фактом, что мне нужно помолиться. Мне было немножко неловко перед отцом. But I have the commitment, so I had to decide what was important. So I got on my knees. Да, но я приняла решение тогда, и мне важно было решить, важно было определить, что для меня что для меня имеет большую ценность: смущаться перед отцом или все-таки помолиться. И я опустился на колени. And my father came over and knelt beside me and prayed with me. Да, и мой папа присоединился ко мне, он встал рядом на колени и молился. If I had been too proud, I would have missed that. Да, если бы я был слишком горделивый на тот момент, я бы пропустил этот момент, такое событие, такую вещь. That helped me learn that I do this no matter what, even if I feel embarrassed. Да, и это помогло мне понять, что я что я продолжаю молиться, стоя на коленях, неважно от того, чего я смущаюсь и того, что происходит вокруг. If I do these things, no matter what, more miracles happen. Да, если
продолжаю практиковать эти вещи, если я продолжаю практиковать молитву, независимо от того, кто рядом со мной находится, что происходит вокруг меня, случается все больше и больше чудес в моей жизни. When I think I'm helping other people, I have no idea the gifts that I get back. Когда я помогаю другим людям, у меня нет представления о том, какие чудесные вещи со мной могут случиться после, как благодарность от Бога. One time I went to a meeting in a rehab and met a man named Patrick. Да, однажды я пришел на собрание в реабилитационный центр и повстречался с человеком, которого звали Патрик. I stayed in contact with him after he got out, and he started drinking again. Да, я продолжался находиться с ним в контакте до того момента, пока он не выписался с реабилитационного центра и не начал употреблять снова. He was into bad drugs, and I would chase him and flush his drugs and drag him back to rehab. Да, он употреблял наркотики очень сильно, но я следовал за ним, я его не бросал, и потом сопроводил обратно в реабилитационный центр. He became very close to me, and it hurt to watch him suffer. Он стал для меня очень близким человеком, и для меня было больно смотреть, наблюдать за тем, как он страдает. But we never give up on our people. Но мы никогда не бросаем людей. He ended up getting sober and married my little sister. Он в этот раз он выписался с реабилитационного центра и женился на моей сестре. So I got a gift from giving of a brother-in-law for life. Да, и таким образом я получил дар от Бога на всю оставшуюся жизнь по поводу того, что я заботился об этом человеке. And my little sister is sober too. И моя младшая сестра трезвая сегодня тоже. In early sobriety, it really helps to have a group of people to hang out with. Да, на ранней стадии выздоровления очень важно находиться в группе. Even if we would go to have dinner together and we do lots of things together, so we were safer in a bunch. We're like bananas. If we stay in the bunch, we don't get peeled. Right? Can you translate that? Yes, I will try. То есть мы похожи на горсть бананов, да? Выздоравливать всегда важно, не важно, как выздоровление всегда сильнее, когда в банче, банч это букет, либо это букет бананов, либо это букет сообщества людей, либо это букет цветов, веник. So we stay in the herd. Like if you're a zebra and you're out of the herd, you're gonna get picked off by the lion. Да, мы остаемся в стаде. Да, и например, зебра, которая отбилась от стада, у нее быть съеденной вероятности больше, быть съеденной львами. And that helps so much because we help the new people and the people with time help us too. You have to give it away to be able to keep it. To build out of let's see. So the miracle of AA is that when one person gives something to someone else, you both end up with more. Да. И чудо анонимных алкоголиков заключается в том, что когда один алкоголик помогает другому алкоголику, оба алкоголика потом в итоге приобретают больше, чем имели на тот момент. Didn't work like that with alcohol. When I gave alcohol, we both had less. Да. With experience, we both have more. Да, и это не работает, когда на том уровне, когда я употребляю, когда один алкоголик делится с другим алкоголиком алкоголем, мы в итоге приобретаем, теряем, у нас меньше, чем было, да.
А когда я делюсь опытом с другим алкоголиком, помогаю ему как-то, то мы оба потом приобретаем больше. So, let's talk about spiritual principles. Да, он хотел бы поговорить о духовных принципах. So people ask, what does it mean to be spiritual? Люди очень часто спрашивают, что означает быть духовным. To me, I believe to be spiritual means to live by spiritual principles. Да, для меня духовность означает то, что я живу духовными принципами. Which three that are important are the ones from the first three steps: honesty, open-mindedness, and willingness. Да, и 3 принципа являются такими важными и базируются на первых 3 шагах. Это честность, open-mindedness, это у нас в духовном опыте написано непредубежденность, но open-mindedness это открытый к новым идеям, к новому опыту, и willingness желание. Желание, честность, непредубежденность. So my life is easy to see the difference when I live by dishonesty, closed-mindedness, unwillingness, like before, and now trying to live honest, open, and willing. My life is completely different. То есть моя жизнь фундаментально поменялась после того, как я когда-то жил на нечестности, закрыт был в себе и постоянное было нежелание чего-то. Как только я поменял эти принципы на честность, желание и непредубежденность, мне стало жить в миллион раз легче. So even if I don't feel I understand God, если даже я чувствую, что я не чувствую, что я понимаю Бога, I can still live like there is a God by being honest and open and willing. Да, то есть, если бывают такие моменты, когда я не чувствую присутствия высшей силы в своей жизни, но в этот момент мне важно оставаться, важно продолжать жить по этим 3 принципам: желание, честность, непредубежденность. And when I live like that, my life is better than ever. Да, и когда я живу, следую таким путем, моя жизнь, даже сложно описать, насколько она суперски здорово. Because I'm clean inside. Да, потому что я чист внутри. When someone has a problem with God, когда у кого-то возникают проблемы с высшей силой, I ask them if they believe in a conscience. You know what conscience is? It knows right from wrong? Yeah. You know right from wrong? Yeah. Right? Я прошу им верить, то есть когда возникают проблемы с поиском высшей силы, я прошу этих людей почувствовать, верить голосу сердца или голосу совести. The part of you inside that knows right from wrong. Да, той части, которая находится внутри вас и которая знает, что правильно, что неправильно. So a spiritual awakening is to awaken that. Да, и духовное пробуждение заключается в том, что мы должны разбудить этот внутренний источник. And that's where when I ask God to help me see and make the better right choice, my life is better. Да, и когда я прошу Бога помочь мне увидеть, и помочь мне осознать, что правильно, что неправильно, моя жизнь становится лучше. So when you're new, the right choice to begin with is to not drink. Да, и вы знаете, что самый правильный выбор для того, чтобы найти этот внутренний источник внутри себя, правильное действие это первое это не пить. But it's not as easy because my brain says I want to drink. Да, но это не так легко, потому что мой мозг постоянно продолжает мне говорить, что я хочу пить. And that's why when I get on my knees, that helps. Да, и почему я опускаюсь на свои колени, это помогает приглушить. And especially if I call another alcoholic when I'm thinking about drinking. И особенно важно, когда я звоню другому алкоголику также, когда я, например, думаю о выпивке. Because
I don't see as easy as someone else sees to tell me I'm lying to myself. Да, и потому что для меня не так очень легко увидеть, что я лгу самому себе, как, например, увидеть другому человеку. And then if I'm helping someone else, it takes me out of me and keeps me from drinking too. Да, и если я помогаю другому человеку, это вытаскивает меня из самого себя и помогает не употребить в тот момент, когда я думаю об веществе. And even if you're new, when you come in, you're helping people. И даже если вы на сегодняшний день, недавно в сообществе или вот только пришли, вы уже помогаете другим людям. Because if by helping others, you're helping yourself, by walking in, you're helping me help you. Да. Потому что ваш приход, да, и то, just I will say it in Russian. Okay. Okay. Да, потому что ваш приход каждого новичка, как бы событие в том, что мы сегодня с вами все собрались, вы помогаете мне сегодня. And so as I work the steps and understand this more, I do these so I will be able to help someone else work the steps. И также я работаю по шагам, есть некое соглашение, что я делаю шаги и работаю с кем-то. Мне очень радостно видеть, когда протрезвевший алкоголик начинает работать с другим. And doing this with someone else is better than any drink or drug I have ever done. Да, и работая по шагам с другими людьми, это, по благости, по радости и, по тому состоянию, которое я испытываю, оно несравнимо ни с чем, ни с какой, другой вещью, которую я когда-либо делал в своей жизни. Because when I'm surrounded by alcoholics that are trying to do better, I move with them forward. Да, потому что когда я окружен алкоголиками, нахожусь в компании с другими алкоголиками, которые, хотят решить какую-то свою проблему, хотят быть лучше, я нахожусь в путешествии с ними, вперед к Богу. And I have to continue to keep moving forward every day. Да, и, я должен постоянно находиться в прогрессе. Okay. So what other stories do I got? Может, вопросы есть у кого-то? What? Ребята, Алеся, давай сразу, пока за спонсорство коснулись, если Грег помнит, что он чувствовал перед тем, как первого человека начать вести по программе. Какие мысли, возможно, страхи, переживания, то есть, и что помогло? What did you feel when you had a first concert? Yeah. What fears did you experience? Yeah. What did you think that time, and what helped? To be honest, I still feel inadequate working with sponsees because I don't feel like I could do this. The only thing that saved me is I bring God into it. Да. Для того, чтобы быть честным, я до сих пор чувствую себя неадекватным, когда я работаю со своими спонсорами, потому что я не знаю, что правильно, что неправильно, и, не знаю, как себя вести, и я постоянно приглашаю высшую силу в свою работу с ними. One of my first sponsees, I bought my last bag of pot from. My last drugs from. Да, один из моих первых спонсируемых был человек, у которого я покупал последний раз наркотики. I had 9 months and he got in trouble, and I took him to his first meeting. Да, у меня было тогда 9 месяцев трезвости, а я его привел на собрание, и, у него были тогда большие проблемы. And he saw how I was before and saw what had happened, so that helped him more than anything. Да, и для него было достаточно увидеть, кем я был
9 месяцев назад, и что со мной стало через 9 месяцев, работая по программе. И это сработало, и это помогло больше, чем какие-то другие слова, и вот, ну, и все. So if I use the book with my sponsees, если я использую книжку анонимных алкоголиков с моими спонсируемыми, Alcoholics Anonymous, right? Then I can't go wrong. Да, я тогда не могу делать ошибки, я не могу ошибаться. A lot of times with sponsees, I sit first and start reading the book, The Doctor's Opinion. Да. Много раз мы садимся со своими спонсируемыми и начинаем читать книжку начинаем с главы мнения доктора. And we talk about that back and forth, and we keep reading, and then I'm not controlling the sponsee, we're working together. With sponsees, we work together. Да. И мы продолжаем читать эту книжку, мы обмениваемся опытом, рассказываем истории друг другу по поводу себя. И, ну, то есть в этот момент не я работаю со спонсируемым, а мы работаем вместе с ним. I just follow the numbers 1 through 12. What is this? The 12 steps. Just to share my experience, both drinking and sober, is what I do with my sponsees. Да, то есть все, что я делаю со своими спонсируемыми, это делюсь своим опытом по 12 шагам, ну, опытом трезвости. We can't force them to do anything. Я не могу его заставить, ну, работать по программе или захотеть оставаться трезвым. And like I said, if I bring God into it, He takes care of it. Да, и как я уже сказал, я прошу высшую силу присутствовать с нами, позаботиться о моем спонсируемом, и, ну, высшая сила заботится о нем. And each one is different, and it's been the most rewarding part of my life. Да, и каждый из них разный по-своему, и это, ну, rewarding part. How to translate. Ну, и это... Satisfying. Да, и каждый спонсируемый разный, и, ну, это очень важно. Очень важно про это помнить. And so my first sponsee, he has 33 years. Да, и моему первому спонсируемому уже 33 года трезвости. And we've been in that relationship ever since. That long. Да, и мы с ним в очень хороших отношениях по настоящий момент, как друзья. So the sponsees become more friends. Да, спонсируемые становятся друзьями. And the joy I have when I watch them sponsor someone else is amazing. Да, и то, что я вижу, когда он спонсирует других людей, ну, для меня, ну, это вот больше, чем подарок. Yeah. Because the book gives it very specific instructions on how to do the steps. Да, то есть все инструкции написаны в книжке «Анонимные алкоголики. Как делать шаги». Это большая книжка. So if I follow those, I can't go wrong. И если я следую тому, что написано в книжке, я не могу потерять свой путь, я не могу ошибиться, я не могу наделать ошибок. It has also been the most heartbreaking to watch sometimes sponsees go back drinking. Да, ну и иногда очень печально смотреть на то, как люди срываются и уходят в употребление. But I never give up. Но я никогда не сдаюсь, я никогда не бросаю их. Because you never know when they might marry your sister. Потому что я никогда не могу узнать, женятся они на моей сестре или нет. Да. Еще вопросы? Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. А что значит, вот 4-й шаг выполнили и дистанцировались от общения или от общества? Я так не поняла, там в начале это у вас было. Так, сейчас я сейчас немножко откручу тоже момент, потому что
Мне с моим странным состоянием ума иногда я понимаю то, что говорят, да, а начинаю транслировать вот, ну, почему-то абсолютно другие вещи. Или, ну, каждый слышит вот так, как он слышит. Just the question is about the fourth step. Okay. Yeah. You did the fourth step. Yes. Yeah. You saw yourself. Yeah. Yes. And did you use the word distance or detached in the speech? Did you use it? Use what? Когда это было? As for myself? Translation. Да, может быть, это погрешности переводчика. Поэтому заранее прошу прощения, я не помню этот момент абсолютно. Okay. So, in the third step, А в третьем шаге, it tells me that my life is run on self-will, and that's my problem. да, моя жизнь, ну, как неправильная, моя жизнь такая, потому что я постоянно следовал голосу собственного, ну, желания, своей воли. So, God gave me free will. Free? Free will. Free or free? Free. Да. А Бог мне дал свободное желание. I have the choice to do it my will or God's will. Да, то есть у меня был выбор следовать желанию Бога, либо Бог дал мне выбор следовать Его желанию, либо моему собственному. And so the book says when I live on self-will, it comes out in different ways. Resentment and fear. Да. В книжке сказано, да, что когда я живу, следую голосу своей воли, моя жизнь продолжает, ну, строиться так. То есть в моей жизни продолжают появляться resentments, это, ну, обиды, и страхи. Я постоянно нахожусь в обидах и страхах. Because I'm selfish and I want things my way. Да, потому что я очень эгоистичный, и я хочу, чтобы вещи происходили так, как я хочу, и так, как я их вижу. So they told me if I want to be happy, I have to give up my way. Да, и в анонимных алкоголиках мне сказали, что если я хочу, одно единственное условие, но если я хочу быть счастливым, я должен отказаться от своей воли. But because I have resentment and fear, I can't see. Да, потому что я жил в постоянных обидах, и, ну, из-за того, что я жил в постоянных обидах и страхе, я, ну, не мог это видеть. So when I look back at my life to see how I really am, I can change from there. Okay, so I don't know if we can be able to explain this, but so in order to know where I want to go, I have to know where I am, right? So if I come into town and I call you and I say, tell me how to get to your house, what's the first question you're going to ask me? Where are you? Where are you? Yes. But if I say, no, I don't want to know that, just tell me how to get there, you can't tell me how to get there, right? То он привел такой достаточно удачный пример, да, то есть если мы знаем, куда мы идем, если мы хотим, ну, что-то приобрести в своей жизни, нам нужно для начала знать, где я и кто я. То есть вот, например, когда я оказываюсь в каком-то городе, и я вот звоню тебе, да, и спрашиваю, как я могу добраться до твоего дома, как я могу найти тебя. Первый вопрос, который ты задаешь, какой вопрос ты задаешь? Ты где? Ты где? Да, где ты? А я говорю, это вообще не важно. И тебе надо знать, где я просто хочу добраться до твоего дома. То есть, ну, понимаете, такой вот момент заземления, то есть где я и кто я, мне важно это узнать. Even though I might not want to look at it, I need to know where I want to go. Да, и даже если я не хочу смотреть на самого себя в этот момент, ну, мне это важно сделать для того, чтобы определить, где я и, ну, куда мне идти дальше. So when I look back on my relationships, like with my father was a tough one for me, I can see where I was selfish and frightened and inconsiderate. I can see my defects. Да. Вот. И это помогло, то есть, ну, достаточно
достаточно такой классический пример. Я когда посмотрела на отношения со своим отцом, да, вот и писав 4-й шаг, я увидел, где я был эгоистичный, нечестный, вот своекорыстный, трусливый, и этого было достаточно уже. And if I can look and understand that if I wasn't that way, the relationship would have been a lot better. Да. И это помогло мне понять, что если бы на тот момент я не вел себя так, как я вел себя со своим отцом, возможно, наши отношения были бы лучше в этой жизни. Then going forward, I can see how much better my relationships will be by not being that stuff. Да, и дальше, продолжая жить, продолжая оставаться трезвым и уже, ведя себя по-другому, даже в отношении со своим отцом, да, вот, не будучи уже эгоистичным, своекорыстным, там, вот, нечестным, то есть, у нас отношения намного лучше. Да, не потому что я не пью, а вот для меня как бы был 4-й шаг отправным пунктом. Я увидел, какие были отношения вот благодаря моим дефектам, и я сейчас вижу, какие мои отношения, благодаря тому, что эти дефекты вот отодвинуты. So I can stop repeating all my old ways and start a new way of life instead of resentful and fearful, love and tolerant. Да, то есть и у меня опять же есть выбор, да, продолжать вести себя так, как я себя вел, вот, или пробовать практиковать то, что мне предложено, и практиковать новый образ жизни, и видеть то, что происходит, хорошее. Which is just the same as not living by not spiritual principles and start living by spiritual principles. Да, и это практически то же самое, когда я жил, не следуя духовным принципам, и сейчас я следую духовным принципам. То есть для меня разница есть, и я ее проживаю, знаю. Because if I don't look at it, I would never know. Да, а если бы я на это никогда не взглянул в своей жизни, я бы так и не знал, и не догадывался. And that's why it's important to have someone help me with this. Да, и очень важно иметь, кого-то, а это наставника у нас в программе, да, чтобы человек помог мне с этим. We never have to do any of this alone. Да, мы никогда по настоящий момент не можем это сделать в одиночку. And every time I do this with someone else, I learn more about myself too. Да, и каждый раз, когда я делаю 4-й шаг и другие шаги еще с кем-то, я опять же узнаю о себе все больше и больше и больше. So when I look at the stuff that I want to change, that's when I ask God to help me change it, because I can't change it myself. Да, и если я хочу изменяться, постоянно изменяться, я have to, мне нужно просить Бога, чтобы он помогал мне тоже меняться, потому что я не могу просто силой мысли поменять самого себя. And it may seem like a painful process, but it's worth it. Да, и это иногда на первый взгляд это может показаться достаточно болезненным процессом. 4-й шаг, но он того стоит. То, что ждет потом впереди, оно того стоит. And I don't know if you can translate this because this is something I think of. So when I was little, and I had a slipper in my finger, and it hurt, I didn't like it, but I knew if I asked my mom, she'd get the needle out, and she'd dig it, and it would hurt more until she got it out, and then I felt way better. Да. Это как мозоль на пальце, да, или ожог, который очень сильно болит, и он мне постоянно мешает, жить, как-то функционировать. И я прошу свою маму, чтобы она проколола вот этот мозоль, и, чтобы все вышло, что там. И я знаю, что это больно, что это неприятно, и мне страшно. Но что происходит? Потом зато он уходит, и я могу жить. So I can continue to live with constant pain or do this work and be relieved. Да, то есть я могу продолжать, у меня есть выбор, либо продолжать жить с этой постоянной болью, либо сделать работу по 4-му шагу и быть освобожденным. And once I come to that place where God has helped me to be open-minded and willing to be better, then I go and I make my amends for the life I've lived to the people that I hurt. Just you mean the ninth Eighth and ninth step. Eighth and ninth step, да. И естественно,
9-й шаг возмещения ущерба, ну, как бы он, естественно, прилагается, и, ну, and it helps you to feel better. Right. Да, right. ну, как Clean myself inside. да, то есть, ну, почистить самого себя, ну, это переход в другое измерение, в абсолютно другое измерение. 9-й шаг. And then I've used 10, 11, and 12 to stay strict. Like, Да, yeah. Да, и я использую 10-й, 11-й шаг каждый день, который, ну, помогает мне не терять направление, это очень важно, это рабочие шаги. So that it never gets as deep and I don't have to pull out as much. Да, чтобы заново у меня вот этот мозоль, ну, волдырь на пальце не соскочил и заново не приходилось колоть его иголкой. And in the 12th step, that's where we help each other and have that miracle of the sharing experience. Да. И 12-й шаг это, ну, то, когда мы помогаем другим алкоголикам, и как reward, как вознаграждение от этого это чудо, и чудо, и чудо, и чудо, к которому приходит. So when it says practice these principles in all our affairs, the principles are the steps. Да. И когда, ну, возможно, вы слышали уже такое выражение, что практиковать постоянно принципы анонимных... применять эти принципы во всех наших делах. Вот. Я нашла выражение. Это, ну, принципы во всех наших делах, это все 12 шагов. Any other questions? Yeah. Any more questions? Ой, еще один вопрос. Спрашивай. Грег, hello. Олеся, тезка, привет уже. Олеся, алкоголик. У меня вопрос более подробно. Ты созваниваешь, ну, который срывается по спонсорной, да? Как идет общение? То есть ты сам звонишь, узнаешь, как дела там, ну, чтобы вернулся человек обратно, то есть поддержать поподробнее поддержка, как общение самого. Окей, ага, спасибо большое. Как зовут тебя? Олеся. Олеся, тезки. Yeah. Her name just Alyssa. Her name is Alyssa too. Yeah, and she wants to know about your sponsors when they relapse. Yeah. What do you usually do when you walk the steps and a person relapsed? Do you call them first? Do you support him? Yes. You call first. Well, asking how are you? What's up? So I'm like I said, I never give up on anyone. Да, так как он сказал, что он никогда, ну, ни разу по настоящий момент не бросил ни одного своего спонсируемого. Some people say, oh, it's up to the sponsee to call me, but I know they're saving my life, so I call them too. Да, я слышу от многих людей, что, ну, это не моя обязанность звонить своему спонсируемому, и, ну, возможно, спонсируемый должен позвонить мне, спонсору, первый, но я четко знаю, что этот спонсируемый также спасает и мою жизнь. То есть, ну, работа как не в один конец у нас отношения такие. I don't put myself in danger and go to dangerous places where they might be. Да, я звоню ему первый, но ни в коем случае не подвергаю себя опасности и не иду в то опасное место, ну, возможно, где он употребляет, потому что это опасное место его опасное место может стать опасным местом для меня. But I always try to let them know that I'm always there when they're ready to come back. Да, но я всегда даю им знать, что я всегда готов им помочь, что они всегда могут вернуться и на меня рассчитывать. Just as working with my sponsees is the greatest joy in my life, when I see them go drinking, it's the biggest heartache I have. Да, работа со спонсируемыми это, самое лучшее благо, которое, я могу получить от Бога, и, это очень сильно, глубоко ранит меня до внутри, когда я вижу, что они срываются. Для меня это больно очень. I've had too many die. Да, за мой опыт выздоровления многие люди умерли. So I at least try to make sure that they know that I love them and I am always there. И я, всегда
независимо от того, человек работает, остается трезвый или он сорвался, я всегда даю ему знать, даю ему понять, что я его люблю, и он всегда может рассчитывать на мою помощь. Because I know it's never too late. I've had some that drink for 10 more years, but then finally get it. И я знаю, что никогда, вот у нас в сообществе никогда не поздно. У меня был спонсируемый, который... He was drinking for 10 years. Yes, and then came back. Да, у меня был спонсируемый, который пил в течение 10 лет, то есть работал, срывался, работал по шагам, срывался, работал по шагам. И это продолжалось 10 лет до того момента, пока вот он не пришел окончательно и не начал выздоравливать. We don't shoot our wounded. Don't shoot the wounded. wounded. And that's it. I don't know how you would translate that, but we just always give hope. Да, то есть надежда, мы всегда оставляем надежду вот, срывникам и shoot the wounded, то есть не пристреливаем тех, кто заблудился, тех, кто отбился от стада. Any other questions? Yeah. We have 1 minute past 11.